Дорогие друзья, прошел ровно год с моего последнего путешествия, и вот я снова в аэропорту города Хельсинки. Та страна, в которую направляюсь сегодня, она содержит в себе много загадок, тайн, и мы будем их разгадывать вместе. Я направляюсь в Китай. Nyt teki valokuvan ottamista. В этом фильме я расскажу о том, что успел увидеть в двух крупнейших городах Китайской Народной Республики – столице страны Пекине и Шанхае. На сегодняшний день Китай считается страной с самой быстро растущей экономикой. И правда, строительный бум здесь налицо. Развитая инфраструктура больших городов была весьма ожидаема. Так, например, пекинское метро уже насчитывает 17 линий. В это путешествие я отправился вместе с коллегой по работе, Хакимом, который родом из Ливии. Мне, как уроженцу СССР, было очень интересно сравнивать современную Россию, наследницу распавшегося советского чуда, с Китаем, где чудо до сих пор продолжается. Многое здесь, конечно, было знакомо. Центром Пекина считается площадь Тяньаньмэнь, на которой расположились памятник народным героям, Национальный музей Китая, Дом народных собраний, он же парламент страны. А также мавзолей Мао Цзэдуна. Несомненно, главной достопримечательностью Пекина является Запретный дворец. Проходя через врата небесного спокойствия, в честь которых названа и площадь, сразу вспоминается биография Пуи, последнего императора Китая, чья власть была ограничена стенами запретного города в течение 12 лет, вплоть до его совершеннолетия, после чего он был просто объявлен обычным гражданином республики. Город называется запретным, потому что еще во времена империи был закрыт для посещения. На сегодняшний день это самый обширный дворцовый комплекс в мире, который был резиденцией императоров, начиная с 15 века. Залы, где императоры устраивали аудиенции, восхищают своими названиями. Это зал Верховной Гармонии. Масштабы комплекса поражают. Чуть не заблудившись, мы отправились дальше. В парке, окружающем храм неба, нам повезло увидеть вот такую картину. Увлеченные играми веселые китайские пенсионеры совершенно не обращали на туристов никакого внимания. А это и есть сам храм неба.
Наше путешествие продолжилось за пределами Пекина. Она являлась границей Древней империи. Империя росла, и росла она. Величественная и непреодолимая Великая Китайская стена. Сегодня это, пожалуй, самый узнаваемый символ страны. Побывать в Китае и не посетить ее было бы недопустимой ошибкой. Шанхай – первый по численности населения город мира. Здесь проживает более 28 миллионов человек. Крупнейший финансовый центр. Величественные небоскребы и современное устройство. Телебашня «Восточная жемчужина» является главной достопримечательностью района Пудун, основного делового центра Китая. На противоположной стороне реки Янцзы встречаются здания в западном стиле, свидетельствующие о давних торговых отношениях с Европой. Интересно, что маршрут туристического автобуса пролегает также через весьма аутентичные районы города, порой с характерной советского вида жилой застройкой. Если вам случится быть в Шанхае, обязательно пройдитесь по ночному городу. Его иллюминация бесподобна. Конечно же, мы не удержались и с удовольствием посетили одно замечательное заведение. Мне только что сделали китайский массаж.
Я чувствую себя как заново рожденным. Всем советую обязательно. Здесь, в океанариуме Шанхая, мы находимся в самом длинном в мире подводном туннеле. В последний день в Китае я не смог отказать себе в удовольствии прокатиться на чуде современной техники – поезде на магнитной подушке, сокращенно Маглев. Преодолев 30 километров за 7,5 минут, магнитоплан доставил меня прямо в аэропорт. Дорогие друзья, мое первое путешествие по Китаю заканчивается, и я абсолютно точно могу сказать, что оно было не последним здесь, в аэропорту Шанхая. Я рад, что вы досмотрели до конца это видео. Спасибо, что вы со мной, и увидимся в следующий раз. Это, конечно, было первое путешествие, но я гарантирую, что оно будет... Again. I forgot the line.
You may stop now.